Всем доброго времени суток! Я рада приветствовать вас на канале Дивный творческий мир. И сегодня я хочу сделать плетеную корзинку из бельевого шнура. Вот такие красивые шнуры продаются сейчас в фикс прайсе. Они продаются в разных оттенках. Очень красивые, красиво переливаются. Мне они так понравились. И давайте приступим. Если делать корзинку по моим размерам, то одного рулончика шнура вполне достаточно. Просто у меня два цвета компаньона, светло-сиреневый и темно-сиреневый. Они очень красиво сочетаются, и я хочу сделать в двух цветах. А если делать из одного рулончика, вам просто нужно разрезать его на две части, чтобы можно было плести. Итак, приступаем. Для начала циркулем на листе А4 я делаю чертеж. Мне нужно сделать овальное дно. И чтобы его сделать, надо на листе бумаги начертить два одинаковых круга. А потом по бокам соединяем их линейкой, и у нас получается овал нужного размера, который мы вырежем. И это и будет наше дно. Схемку дна я оставлю в сообществах, так что вы сможете посмотреть, может быть, кому-то пригодится. Радиус круга я делала 4,5 сантиметра. Из упаковочного картона я вырезала 3 одинаковых овала для дна. Дно я буду отделывать, как я уже говорила, старыми джинсами. И поэтому нижний и верхний овал мы обклеиваем джинсовой тканью. Для этого я использую полимерный клей, хорошенько смазываем наш картон и прикладываем к джинсу. Вырезаем овалом, оставляя запас по сантиметру по всему периметру. И сделаем надрезы для того, чтобы ткань можно было подвернуть. Так поступаем с двумя овалами, а третий оставляем нетронутым. Он у нас будет в серединке, как прослойка. И таким образом мы делаем два с джинсом, а один просто картон. И теперь соединяем все слои. Внизу у нас джинс и вверху джинс, а посерединке соединяет третий слой. Дно получается достаточно толстым и плотным. Я переживала, смогу ли я проколоть джинсовую ткань, так как я свое шило не могу найти. Но вы знаете, острые ножницы прекрасно справились с этой задачей. Нам нужно сделать проколы, там уже смотрите по своему усмотрению, примерно где-то от сантиметра до 1,5 сантиметров промежуток по всему овалу. Для того, чтобы мы смогли потом вставить ребра нашей корзинки для плетения. Я делала промежутки около 1,5 сантиметров, не отмеряя, просто сразу смотрела расстояние и прокалывала. Для вертикальных ребер своей корзинки я буду использовать вот такие шампурики деревянные. Я думаю, они есть почти у каждой хозяйки на кухне. Если нет, они продаются и в Магните, и в хозяйственных магазинах их можно приобрести. Нам нужно нарезать их длиной 12 сантиметров. И острой стороной, смазывая термоклеем, вставляем в каждое отверстие. Вставляем ребра не под углом 90 градусов, а слегка под наклоном. Ну и когда все приклеено, приступаем к самому главному, начинаем плести корзинку. Я начинаю с боковой узкой стороны, так как это место будет менее заметным. Нам нужно взять две части шнура и приклеить их возле одного из ребер. Аккуратненько, как бы огибая его, приклеиваем на термоклей. А далее начинаем плести. Поочередно огибаем каждое следующее ребрышко то одним шнуром, то другим шнуром. Плетение достаточно простое. И так двигаемся до конца. Высоту корзинки вы можете сделать на свое усмотрение, как вам нравится. Я ребра сделала изначально специально подлиннее, потом лишнее мы обрежем. Кстати, прошу простить меня за поцарапанные руки. Это я так поиграла со своей кошечкой. А у Мани коготки очень острые.
Вот уже видно, что у нас получается. Вы знаете, мне этот вид плетения очень нравится. Он очень простой, красивый и прочный. Я решила слишком высокую корзинку не делать, доплетаю последний ряд и обрезаю шнур. Кстати, очень важная деталь. Когда вы обрежете шнур, он очень сильно начинает пушиться и распускаться. Поэтому обязательно зафиксируйте кончики шнура термоклеем. А теперь после запечатывания клеем прячем шнур в предыдущие ряды. Прячем его по направлению плетения. Аккуратненько вставляем так, как будто бы плетение продолжается. И еще раз зафиксируем термоклеем к этому ряду. А теперь обклеиваем дно корзинки шнуром. Это поможет укрепить боковые стенки корзинки. Таким образом мы как бы соединяем все воедино, и корзинка становится прочнее. Не забываем все обрезанные части шнура фиксировать термоклеем. А теперь приступаем к декорированию донышка. Оно у меня широкое, так что я думаю, здесь поместится 3 ряда шнура. Начинаем обклеивать. А посмотрите, как красиво соединились два цвета, светло-сиреневый и темно-сиреневый. Корзинка получилась очень нежная. К сожалению, камера, наверное, не передает, но этот шнур еще красиво блестит и красиво отливает на свету. Кстати, в продаже есть еще светло-коричневые, темно-коричневые и бежевые оттенки этого шнура. И я думаю, они также будут красиво сочетаться и соединяться, если делать из 2 цветов. Высоту плетения я сделала 8 сантиметров, а остальное лишние ребра мы обрезаем. Они легко обрезаются даже острыми ножницами. Срезаем буквально вот по началу плетения. Я хочу задекорировать корзинку бусинками. Для этого нарезаем вот такую нить на отдельные бусины. Такую нить можно купить в любом магазине для творчества и шитья. Но перед тем, как декорировать бусинками, нам обязательно нужно запечатать верхний ряд, чтобы корзинка не распускалась. Для этого в каждую ячейку с ребром мы капаем термоклей и придерживаем, ждем, пока засохнет. И тогда уже можно не бояться, корзинка не распустится. Проходим по всему овалу. И теперь можно начинать приклеивать бусинку. Я их буду приклеивать в каждую ячейку, где находилось ребрышко. Вот такая замечательная корзинка у меня получилась из простого бельевого шнура. Сочетание 2 цветов дают интересный переход от одного оттенка к другому. Кстати, а вам нравится сочетание 2 оттенков цвета? Или вы считаете, что лучше было бы сделать монохромно? Если вам понравилось видео,
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока-пока.